Всем привет! С вами Банана Мастер. И сегодня мы сделаем рефакторинг кода нашего проекта. Первое, с чего мы начнем, это мы сократим вот этот вариант ответа. Как мы можем заметить, это две практически одинаковые строчки, в которых отличие только в одном. Тут у нас perfect, тут good. Если немножко вспомнить, то получается, когда мы просчитываем то, какой мы с собой вес берем, если наш вес находится в этом диапазоне, то мы добавляем такую приставку. Если же в другом диапазоне, то perfect. Как раз вот эта конструкция else if и else за это отвечают. Первое, с чего бы я начал, это вообще удаляет else if, он нам не нужен. И прописываю логику в else. Немножко усложним эту запись. Делаю переменную message и сразу условие. То есть я напишу if внутри else. В этом ифе я буду проверять нашу переменную result. Ну, то есть наш общий вес, который мы выбрали. Исходя из того, что у нас выбрано, если, например, вес меньше 20, я присвою вот такой вариант ответа. Если же else, то уже другой. Perfect. Вот такой. Далее я вижу, что здесь вот это вот слово стоит. Я его убираю, потому что оно статичное. Использую шаблонные литералы и вписываю message, ранее созданную нами переменную. В такой конструкции эта переменная будет у нас иметь то ли это слово, то ли это. Все зависит от того, какое условие у нас написано. Убираем повторение кода. Мгм. Если проверять, как это будет функционировать, то, ну, давайте я выберу какой-то из весов, рассчитаю. Ага, слишком тяжело, давайте поменьше. Отлично, good weight. Повышаем уровень сложности, выбираем вещи потяжелее и perfect. Первое сокращение готово. Следующее сокращение, которое у нас будет, это у нас очень много свечей. Вы видите вообще, какая громоздкая запись со свечами этими. Все это можно написать намного короче. Я, если мы помним, то, например, в верхнем свече мы проверяем то, что пользователь выбрал в нашем селекте. Ну, то есть drink value. Чему вообще равняется drink value? Drink value равняется одному из этих вариантов выбора. Ну, то есть смайлику. Если же я законсолю сейчас эту переменную, ну, в принципе, смайлики мы там и увидим. Вот так вот. Drink value. Открываем консоль. Нажимаем на кнопку. Капелька. Выберу что-то другое. Что-то другое. Как я сделаю сокращение для нашего свеча? Если я использую select, вот этот, в HTML давайте перейдем, то я этот тег могу для JavaScript настроить более детально, более удобно для нас, для наших работ. Когда я получаю выбранное значение из select, это по факту один из вот этих вариантов выбора. Но я могу это поменять. В первый option я добавлю value 1. Когда я перейду обратно в JS, видите, у нас консолится что сейчас? Консолится то, что я выбрал в нашем первом селекте. Так вот, как только я нажму на «Рассчитать», я увижу 1. Если я выберу, например, такой вариант и кликну, увижу смайлик. Если же там, где этот смайлик у нас был, я добавлю еще один value и напишу, например, 2, то при выборе опять этого я увижу двоечку. Что это вообще такое? Как это вообще работает?
Select — это, очень умный тег. И, мы с вами, когда с ним работали, мы никогда его не настраивали. Но если его настраивать, я могу в каждый option добавлять value. Что-то типа, встроенной переменной прям в HTML для JS. И, например, если я добавляю value сюда с значением 1, то когда я выберу в селекте этот вариант выбора, то конкретно в нашу переменную drink_value я получаю 1. То есть не смайлик, а то, что прописано внутри value. Также и для второго варианта. Я прописал к нему value, и теперь вместо смайлика я в JS получаю вот эту двоечку. Если бы я здесь написал не 2, например, что-то вот такого плана, ну, какую-то либо фразу, то я выбираю его, нажимаю «Рассчитать», и видите, получаю эту непонятную фразу. То есть в каждый option я могу добавить value, какую-то встроенную переменную. И эту переменную я буду получать при выборе этого элемента в селекте. Получается, если я хочу написать это более сокращенно, я вот спущусь, увижу вот эти штуки, и, например, изначально у нас value будет 2 у первого варианта, у второго 3. Добавлю также этим 3 опшенам value. У других у нас 4, 5, 8. Окей, я так и напишу. 4, 5, 8. Хоть визуально я и вижу смайлики вот эти, в коде я получаю конкретно value. И, например, если я сейчас, ну, давайте, выбрал капельку, двоечка. Вот самый тяжелый — 8. Когда я прописывал value этим опшенам, я специально давал им те value, которые соответствуют их весу. После этого изменения, если же я возьму нашу переменную drink_value, в ней уже будет находиться строкой один из этих вариантов, ну, 2, 3, 4 и так далее. Как я буду сокращать код дальше? Первым делом сделаю число, плюсик поставлю, преобразовываем number. Не забываем, что в HTML практически все всегда строкой. И эта переменная drink_value равняется циферке. Хорошо. Если она равняется циферке, я убираю вообще этот switch, убираю переменную drink, опускаюсь в самый низ. И вот тут прописываю следующее. Вместо drink value, по факту то выбранное наше значение, а сам result, который мы считали вот тут вот, напишу в него вот так вот. Result плюс равно drink value. И если мы посмотрим, как это будет работать, то, ну, давайте я что-либо выберу тут. Рассчитаем. Побольше вес надо. Рассчитаем drink 4. Капелька, drink 2. Как раз то, что нам и нужно по задаче. То есть из-за того, что мы более корректно настроили наш HTML, а именно select, мы можем кардинально сокращать наш JS. Исходя из этого, если я хочу, например, для этого свитча такое же сделать, что я делаю? В первую очередь перехожу в HTML, добавляю к опшенам value, каждое value закидываю правильный вес, ну, типа первый 2, второй 3, следующий 5, 7 и 10. Потом в JS переобразовываю его в число, когда получаю, потому что там уже не смайлик, там строка, но после плюсика цифра. Дальше перезаписываю result.
И как только я ее перезаписал, food value нужно будет также еще использовать и для вывода. Вот тут. Этот food, кстати, можно убирать. Проверим, как это из food работает. Клик, клик. Ну да, что-то выбираем. 7, 2. Вот и работает наше сокращение. Сейчас я подобавляю еще value для других опшенов и посокращаю другие свечи. Чтобы это было быстрее, поставлю на паузу. Пока у меня будет видео стоять на паузе, я рекомендую вам также поставить на паузу и попробовать самостоятельно написать это для второго и третьего селекта. Я уже все сократил. Получается, result я здесь перезаписываю. Все свечи вот эти вот поубирал, которые были под разные категорию продуктов. Для вывода использую конкретно наш string value, food value и так дальше. То есть, когда мы проверим, как оно работает. Отлично, отлично. Видите, все пересчитывается. Но кода уже в раза 2 меньше стало. Хорошо. Но это не все. Нам нужно еще сокращать. Например, сократить вот этот switch. Как бы вы его сократили? Попробуйте подумать, это в принципе несложно. Очень похоже на то сокращение, которое у нас было для результата. Подумайте пару секунд или минуту, может больше, и через некоторое время я скажу ответ. Если нужно, поставьте видео на паузу. Правильный ответ. Первым делом мне нужно заранее подготовить select со своими value в опшенах. То есть первый value это у нас 20, второй 32, третий 40. Свои максимальные веса. Далее, вот здесь, когда я получаю значение из селекта, я ставлю плюс и преобразовываю его в число. После чего у меня уже в этой переменной будет мой максимальный вес. А значит, я вот это вообще все могу убрать и прописать здесь, вот тут вот, нашу переменную difficult value. Как только мы это проверим, как оно работает, рассчитываем. Нет, слишком мало веса, подобавляю его. Ага, работает. Повышаем еще. Слишком тяжело. И опять работает. То есть, когда я получаю наши значения из селекта, я получаю уже не смайлики, а вот это value, как раз нашу цифру, от которой отталкивается вся логика. Смотря на этот код, мне здесь осталось сделать одно маленькое сокращение. Как вы думаете, какое? Я выделю кусочек, который я бы сократил. Ну, то есть не все то, что я выделил, а вот конкретно что-то здесь меня интересует, что можно написать более кратко. Подумайте пару секунд, и я говорю правильный ответ. Правильный ответ. Переменную result я вот здесь аж 4 раза перезаписываю. Зачем мне ее перезаписывать? Я лучше опущу создание переменной ниже и сразу же в нее присвою правильный ответ. Ну, то есть посчитаю каждый из выбранных вариантов. Вот таким образом. Ну, я думаю, этот момент вам должен быть очень понятен. Окей, вот мы выполнили все наше сокращение. Под конец я бы еще вместо let поставил const, ну, потому что теперь result мы не перезаписываем, а сразу же объявляем правильным. И поубираю вот эти вот лишние отступы. По итогу мы ответ сократили прям очень сильно. Если ранее у нас было, ну, примерно 130 строк кода,
то сейчас уже 50. Но ответ работает точно так же. Благодаря тому, что мы наш HTML, а именно наш select, настроили более правильно, сам ответ мы написали даже быстрее и лучше. Этих сокращений у нас будет много. Я буду постепенно вам рассказывать, как код можно написать лучше, лучше и лучше. И в какой-то момент мы станем полноценными сеньор-разработчиками, где вы сможете писать по-настоящему правильный техничный код. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.